Всем огромный привет, дорогие мои друзья, гости и подписчики моего канала. Меня зовут Любовь, мой канал посвящен вязанию и все, что с ним связано. Если вы впервые на моем канале, то обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. В этом видео я вам предлагаю связать полукруглую шаль крючком. Итак, шаль я буду вязать из пряжи Yarn Art Flowers. Это у нас полухлопок. В одном мотке 250 грамм и 1000 метров. Состав 55% хлопка и 45% полиакрила. И номер цвета данной пряжи 270. Узор шали достаточно простой. Раппорт данного рисунка составляет всего 8 рядов. Шаль полукруглая, состоящая из 3 секций. Все 3 секции вяжутся одинаково. Раппорт данного узора состоит из 8 рядов. Вместе с вами мы провяжем с 1 по 13 ряд. Далее вы самостоятельно будете провязывать с 6 по 13 ряд. И эти 8 рядов будем вязать до тех пор, пока не свяжем всю шаль. Из одного моточка пряжи Flowers у меня получилось связать полных 9 раппортов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть полных 9 раппортов. Далее я начала вязать 10-й раппорт и в конце просто обвязала шаль столбиками без накида. Из одного такого моточка у меня получилась шаль размерами размах крыльев 145 сантиметров и высота центральной линии 59 сантиметров. Итак, если вам понравилась эта шаль и вы захотите связать ее вместе со мной, тогда лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Добро пожаловать на мой мастер-класс, и мы начинаем. Итак, мы начинаем вязать шаль крючком. Шаль у нас будет полукруглая и состоять она будет из 3 секций. Каждая такая секция вяжется одинаково. То есть мы с вами вяжем первую секцию, вторая и третья секция вяжется точно так же. Между секциями вот здесь вот у нас будет всегда по 3 воздушные петли. Начало шали у нас вот в этой точке. Итак, делаем первую рабочую петлю удобным для вас способом и набираем 5 воздушных петель. Вставляем крючок в первую петлю и провязываем соединительный столбик. Итак, вяжем первый ряд. В начале ряда 3 воздушные петли. И в центр круга провязываем 2 столбика с одним накидом. Мы провязали первую секцию. Дальше между секциями мы провязываем 3 воздушные петли и провязываем вторую секцию. Вяжем 3 столбика с одним накидом. Первый. Все мы это провязываем в кольцо. Второй и третий. Провязали вторую секцию. Дальше опять между секциями у нас 3 воздушные петли. И провязываем третью секцию. Вяжем 3 столбика с одним накидом. Мы провязали первый ряд. Далее разворачиваем наше вязание и начинаем вязать второй ряд. В начале ряда 3 воздушные петли подъема. И сюда сразу же в эту же первую петельку еще вяжем столбик с одним накидом.
Дальше над вторым столбиком предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. И в третий столбик предыдущего ряда провязываем 2 столбика с одним накидом. Провязали первую секцию, между секциями 3 воздушные петли. Вторую секцию вяжем точно так же. В первый и в третий столбик мы вяжем по 2 столбика с одним накидом. В центральный столбик вяжем 1 столбик. Итак, первый, второй. Во второй столбик мы провязываем 1 столбик с накидом. И в третий столбик провязываем 2 столбика с одним накидом. Провязали вторую секцию, делаем 3 воздушные петли и начинаем вязать третью секцию. Вяжем точно так же. В первый столбик мы провязываем 2 столбика с одним накидом. Во второй столбик вяжем 1. И в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда провязываем 2 столбика с одним накидом. Провязали второй ряд. Далее вяжем третий ряд. 3 воздушные петли подъема. Сюда же в первую петельку провязываем столбик с одним накидом. Далее 3 столбика мы вяжем над каждым столбиком предыдущего ряда. В каждый столбик по одному столбику. Первый, второй и третий. В последний столбик провязываем 2 столбика с одним накидом. Мы провязали одну секцию. Дальше между секциями 3 воздушные петли. И вторую и третью секцию повторяем точно так же. В первый и в последний столбик провязываем по 2 столбика с одним накидом. В средние 3 столбика мы вяжем в каждый столбик по одному столбику. И в последний столбик опять 2 столбика с одним накидом. То есть у нас в каждой секции должно получиться по 7 столбиков с одним накидом. И третью секцию довязываем самостоятельно. Между секциями 3 воздушные петли и третью секцию повторяем. Последние 2 столбика с одним накидом мы провязываем в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Мы провязали третий ряд. Дальше мы вяжем четвертый ряд. В начале ряда у нас будет 4 воздушные петли. Это 3 воздушные петли подъема и 1 воздушная петля по рисунку. Дальше следующий столбик с одним накидом мы вяжем над вторым столбиком, то есть не вот сюда, не в уголочек, не в самую первую петлю, а рядышком в столбик вставляем крючок и провязываем столбик с одним накидом. И продолжаем так чередовать до конца этой секции. То есть 1 воздушная петля, петлю пропускаем в следующую столбик с одним накидом. Еще раз, 1 воздушная петля, петлю пропускаем, столбик с одним накидом. Дальше 1 воздушная петля и столбик с одним накидом в следующий столбик предыдущего ряда. То есть здесь у нас подряд идут столбики. Мы провязали первую секцию и дальше повторяем. Между секциями у нас 3 воздушные петли.
Переходим ко второй секции. Опять в первый столбик провязываем столбик с одним накидом. Дальше 1 воздушная петля. Следующий столбик с одним накидом провязываем в рядом стоящий столбик. То есть в начале и в конце ряда мы петлю в предыдущем ряду не пропускаем, вяжем подряд столбики. Вот у нас 2 столбика идут подряд. Дальше теперь уже начинаем пропускать. 1 воздушная петля, петлю пропускаем, столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, петлю пропускаем в следующий столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и столбик с одним накидом в последний столбик этой секции. Провязали вторую часть и повторяем опять 3 воздушные петли, вяжем точно так же. Первый столбик, столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, во второй столбик провязываем столбик с одним накидом. Теперь чередуем 1 воздушная петля, петлю пропускаем, столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, петлю пропускаем, столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и столбик с одним накидом провязываем в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Мы провязали 4-й ряд. Вяжем 5-й ряд. В начале ряда у нас 3 воздушные петли подъема. И сюда в самую первую петельку мы провязываем столбик с одним накидом. Далее мы провязываем в каждую петлю предыдущего ряда по одному столбику с одним накидом. Вот здесь у нас была воздушная петля. Под воздушную петлю провязываем столбик с одним накидом. Затем в столбик вставляем крючок и провязываем столбик с одним накидом. И так чередуем до конца этой секции. Под воздушную петлю провязываем столбик и в столбик провязываем столбик с одним накидом. То есть в этом ряду мы вяжем только столбики с одним накидом. И в последний столбик первой секции мы провязываем 2 столбика с одним накидом. Первый и второй. Итак, первую секцию мы провязали. Далее вторую и третью секцию мы вяжем точно так же. В каждой секции у нас должно получиться по 11 столбиков с одним накидом. Не забываем, что между секциями у нас 3 воздушные петли. В первый столбик и в последний столбик секции мы провязываем по 2 столбика с одним накидом. Далее чередуем под воздушную петлю в столбик, под воздушную петлю в столбик. Провязываем вторую и третью секцию самостоятельно. В конце ряда не забываем, что в третью воздушную петлю подъема мы провязываем 2 столбика с одним накидом. Довяжите этот ряд до конца самостоятельно. Далее мы вяжем 6-й ряд, и именно с этого 6-го ряда у нас будет повторяться раппорт данного рисунка. То есть с 6 по 13 ряд мы будем продолжать вязать этот рисунок, пока не свяжем всю шаль. Итак, вяжем 6-й ряд. В начале ряда у нас 2 воздушные петли подъема. И сюда в первую же петельку мы провязываем полустолбик с одним накидом. Сделали накид на крючок, вставляем крючок в самую первую петлю, вытягиваем рабочую нить. У нас сейчас на крючке 3 петли и провязываем все эти 3 петли вместе. Полустолбик с одним накидом. Дальше над каждым столбиком предыдущего ряда мы провязываем рельефно-лицевой столбик с одним накидом. Сделали накид на крючок, захватываем столбик таким образом, чтобы у нас крючок был за столбиком, и провязываем рельефный лицевой столбик с одним накидом.
Провязываем так до конца этой секции. В этом ряду у нас только будут рельефные столбики с одним накидом. Последний столбик в предыдущем ряду мы тоже захватываем. Провязываем рельефный лицевой столбик с одним накидом. И дальше под арку в предыдущем ряду, там где мы вязали 3 воздушные петли, сюда вставляем крючок и провязываем полустолбик с одним накидом. То есть сделали накид, вытянули рабочую петлю и провязываем все 3 петли на крючке вместе. Мы провязали первую секцию. Далее все повторяем. Между секциями у нас 3 воздушные петли. Дальше вторую секцию мы начинаем сначала вот сюда в арку провязываем полустолбик с одним накидом. И дальше начинаем за каждый столбик предыдущего ряда провязывать рельефный лицевой столбик с одним накидом. Последний столбик в предыдущем ряду, мы за него тоже провязываем рельефный лицевой столбик с одним накидом. Далее в арку провязываем полустолбик с одним накидом. Делаем 3 воздушные петли. Опять третью секцию мы начинаем сначала провязываем полустолбик с одним накидом. И продолжаем вязать за каждый столбик предыдущего ряда по одному рельефному лицевому столбику с одним накидом. Провязываем до конца ряда. За последний столбик мы провязываем рельефный лицевой столбик с одним накидом. И в третью воздушную петлю подъема мы провязываем 2 полустолбика с одним накидом. Первый. И сюда, в эту же петельку, второй полустолбик с одним накидом. И мы провязали 6-й ряд. Далее мы начинаем вязать 7-й ряд. В начале ряда 3 воздушные петли подъема. И сразу же вот сюда, в самую первую петельку, мы провязываем столбик с одним накидом. Дальше мы будем чередовать 1 воздушная петля, столбик с одним накидом. Провязываем 1 воздушная петля, 1 петлю в предыдущем ряду пропускаем, в следующую вяжем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, петлю пропускаем, столбик с одним накидом. Провязываем так до конца этой секции. 1 воздушная петля, петлю пропускаем, столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, петлю пропускаем, столбик с одним накидом. Провязываем 1 воздушную петлю, 1 петлю пропускаем и провязываем 2 столбика с одним накидом в полустолбик предыдущего ряда. Вот сюда вот мы вязали полустолбик. В него вставляем крючок и провязываем 2 столбика с одним накидом. В начале и в конце секции мы будем вязать по 2 столбика с одним накидом. Далее мы будем чередовать воздушная петля, столбик, воздушная петля, столбик. Далее вяжем вторую и третью секцию точно так же. Между секциями у нас 3 воздушные петли. Сначала мы провязываем 2 столбика с одним накидом в полустолбик предыдущего ряда. Дальше начинаем чередовать. 1 воздушная петля, петлю пропускаем, столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, столбик с одним накидом. И в конце у нас 1 воздушная петля и 2 столбика с одним накидом мы вяжем в полустолбик предыдущего ряда.
Третью секцию мы точно так же повторяем. Делаем 3 воздушные петли. Начинаем вязать в полустолбик предыдущего ряда 2 столбика с одним накидом. Дальше мы чередуем воздушная петля, столбик. И в конце ряда в третью воздушную петлю подъема мы провязываем 2 столбика с одним накидом. Довяжите 7 ряд до конца самостоятельно. Далее мы вяжем 8 ряд. В 8 ряду мы будем вязать столбики без накида, поэтому я буду использовать маркер для вязания, для того, чтобы первую петельку нам не потерять. Провязываю первый столбик без накида и отмечаю его маркером, чтобы нам эту петельку в следующем ряду не потерять. Если вы точно уверены, что вы ее не потеряете, можете маркером не отмечать. И сюда, в эту же петлю, мы провязываем второй столбик без накида. Далее в каждую петлю предыдущего ряда мы провязываем по одному столбику без накида. То есть вот у нас идет столбик в предыдущем ряду, сюда вяжем столбик без накида. Дальше под воздушную петлю столбик без накида, столбик, под воздушную, столбик, под воздушную. Провязываем таким образом до конца этой секции. В конце секции в последний столбик предыдущего ряда мы провязываем 2 столбика без накида в одну петлю. Провязали первую секцию и повторяем вторую и третью точно так же. Сначала провяжем 3 воздушные петли и начинаем провязывать столбики без накида. В самый первый столбик предыдущего ряда и в последний столбик предыдущего ряда второй секции мы будем провязывать по 2 столбика без накида. Первый, второй. Дальше в каждую петлю по одному столбику без накида. В последний столбик 2 столбика без накида. Далее сделаем 3 воздушные петли и третью секцию повторим точно так же. В первый столбик провяжем 2 столбика без накида, затем в каждую петельку по одному столбику без накида. И в третью воздушную петлю подъема провяжем 2 столбика без накида. Провяжите этот ряд до конца самостоятельно. Итак, мы начинаем вязать 9 ряд. В 9 ряду мы будем вязать столбики с 2 накидами. В начале ряда мы провязываем 4 воздушные петли подъема, делаем 2 накида на крючок и в самую первую петлю провязываем столбик с 2 накидами. Далее мы пропускаем 4 петли в предыдущем ряду, 1, 2, 3 и 4. Как раз эта 4 петелька у нас получается над столбиком с одним накидом в предыдущем ряду. Делаем 2 накида на крючок, 1, 2, 3. В 4 петлю мы вяжем такой элемент. 3 столбика с 2 накидами, 2 воздушные петли, 3 столбика с 2 накидами. Все это вяжем в одну петлю. Итак, первый столбик с 2 накидами. Сюда же в эту же петельку второй столбик с 2 накидами. И еще раз третий столбик. Дальше 2 воздушные петли. И сюда же опять в эту же петельку еще 3 столбика с 2 накидами. Первый. Второй. И третий. Вот такой у нас элемент получается. Дальше опять мы делаем 2 накида на крючок. 4 петли в предыдущем ряду пропускаем. 1, 2, 3, 4. И опять обратите внимание, что у нас 4 петелька получается как раз
над столбиком в предыдущем ряду. Вставляем сюда крючок и провязываем 1 столбик с 2 накидами. И теперь мы будем чередовать веерок, 1 столбик, веерок, 1 столбик. Дальше мы будем вязать вот этот вот веерок. Делаем 2 накида на крючок, 4 петли пропускаем, 1, 2, 3, 4 и провязываем 3 столбика с 2 накидами, второй, третий, 2 воздушные петли и сюда же в эту же петлю еще 3 столбика. Первый, второй и третий. Далее делаем 2 накида на крючок, опять 4 петли пропускаем, 1, 2, 3, 4. То есть в конце этой секции мы вяжем в последнюю петлю 2 столбика с 2 накидами. Первый и второй. Провязали мы первую секцию, то есть в начальной секции у нас будет 2 столбика с 2 накидами, 4 петли пропустим, свяжем веерок, дальше 4 петли пропустим, 1 столбик с 2 накидами, опять 4 петли пропустим, веерок, 4 петли пропустим и в конце секции у нас 2 столбика с 2 накидами. И давайте вторую секцию свяжем еще раз вместе. Между секциями у нас 3 воздушные петли. Сразу же в первую петлю, то есть там, где мы вязали столбик без накида, в него вставляем крючок и провязываем сначала 2 столбика в одну петлю, столбики с 2 накидами. Теперь 4 петли пропускаем, 1, 2, 3, 4 и вывязываем веерок. Первый столбик, и опять 2 накида на крючок, 1, 2, 3, 4 пропускаем, провязываем 1 столбик. И еще раз 1, 2, 3, 4 пропускаем, вывязываем веерок. И в конце секции мы провязываем 1, 2, 3 в четвертую петлю 2 столбика с 2 накидами. Провязали вторую секцию. И теперь третью секцию провяжите точно так же самостоятельно. То есть делаем 3 воздушные петли. В первую петлю провязываем 2 столбика с 2 накидами, 4 петли пропускаем веерок, затем 4 петли пропускаем столбик, 4 петли пропускаем веерок и в последнюю вот сюда вот петельку, та петля, которая у нас отмеченная маркером, в эту последнюю петлю провязываем 2 столбика с 2 накидами. Довяжите этот ряд до конца самостоятельно. Вяжем 10 ряд. В начале ряда 3 воздушные петли подъема и в самую первую петлю провязываем столбик с 1 накидом. Далее над вторым столбиком мы провязываем также 1 столбик с 1 накидом. И теперь вяжем следующим образом: 3 воздушные петли, вот сюда в арочку, где мы вязали 2 воздушные петли, между 3 столбиками с 2 накидами мы провязываем столбик без накида. Опять 3 воздушные петли
И над столбиком с 2 накидами в предыдущем ряду мы провязываем столбик с 1 накидом. И продолжаем так чередовать до конца секции. 3 воздушные петли, в арочку столбик без накида, 3 воздушные петли, в столбик провязываем столбик с 1 накидом. В последний столбик этой секции, вот он у нас, мы провязываем 2 столбика с 1 накидом. Итак, делаем 3 воздушные петли между секциями и вяжем вторую. Точно так же в первый столбик провязываем 2 столбика с 1 накидом. Во второй столбик вяжем 1. И теперь чередуем. 3 воздушные петли, под арку столбик без накида. 3 воздушные петли, в столбик провязываем столбик с 1 накидом. И еще раз. 3 воздушные петли, под арку столбик без накида. 3 воздушные петли. Вот у нас 2 столбика в конце второй секции. В первый столбик мы провязываем столбик с 1 накида, а во второй столбик вяжем 2 столбика с 1 накида. И опять между секциями у нас 3 воздушные петли и начинаем вязать третью секцию. Все точно так же. В начале в первый столбик провязываем 2 столбика с 1 накидом, во второй столбик 1, дальше 3 воздушные петли, под арку столбик без накида, 3 воздушные петли, над столбиком столбик, 3 воздушные петли, в арку столбик без накида, 3 воздушные петли, в конце ряда вот смотрим, в первый столбик провязываем 1, а в третью воздушную петлю подъема мы провязываем 2 столбика с 1 накидом. Мы провязали 10 ряд. Далее в 11 ряду мы опять вяжем столбики без накида, делаем 1 воздушную петлю, в самую первую петельку провязываем 2 столбика без накида. Сначала первый столбик провяжем и отметим его маркером, для того, чтобы нам потом эту петлю не потерять. И сюда в эту же петлю провязываем второй столбик без накида. Далее над 2 столбиками в предыдущем ряду вяжем по 1 столбику без накида, первый и второй. В предыдущем ряду под арку, где мы вязали 3 воздушные петли, вяжем 3 столбика без накида, 1, 2, 3. Затем в столбик без накида тоже провязываем столбик без накида. И опять под арку из 3 воздушных петель провязываем 3 столбика без накида. Дальше в столбик вяжем тоже столбик без накида. То есть в этом ряду мы вяжем только столбики без накида, провязываем под 3 воздушные петли, мы вяжем 3 столбика без накида, в столбик вяжем столбик без накида, опять 3 столбика без накида. Дальше в конце секции у нас в предыдущем ряду 3 столбика с 1 накидом, в первый и во второй вяжем по 1 столбику без накида, в последний столбик вяжем 2 столбика без накида. Делаем 3 воздушные петли между секциями и продолжаем вязать
Вторую и третью секцию аналогично. Первый столбик второй секции и в последний столбик провязываем по 2 столбика без накида. Далее над каждой петлей по одному столбику без накида. И в конце ряда не забываем, в третью воздушную петлю подъема провязываем 2 столбика без накида. Провяжите этот 11 ряд до конца самостоятельно. Вяжем 12 ряд. В начале ряда 4 воздушные петли, 3 воздушные петли это подъем и 1 воздушная петля будет по рисунку, то есть всего 4 воздушные петли. Дальше первую петлю мы не трогаем, сюда мы ничего не вяжем. Следующую во вторую петлю провязываем столбик с одним накидом. И далее чередуем 1 воздушная петля, петлю пропускаем, столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, петлю пропускаем, столбик с одним накидом. Провязываем таким образом до конца секции. Дальше в конце секции вот мы провязали 1 воздушная петля, петлю пропускаем, и у нас остается 2 столбика без накида, которые мы вязали в предыдущем ряду. Вот в первый столбик без накида провязываем столбик с одним накидом, делаем 1 воздушную петлю и в последний столбик без накида провязываем столбик с одним накидом. То есть в начале и в конце ряда мы петлю у основания не пропускаем, а вяжем подряд 2 петельки. Дальше между секциями 3 воздушные петли и вторую секцию начинаем точно так же. То есть 2 столбика без накида провязаны в предыдущем ряду. Сюда подряд вяжем столбик с одним накидом и между ними будет 1 воздушная петля. 1 воздушная петля и сюда во второй столбик столбик с одним накидом. Дальше мы чередуем 1 воздушная петля, пропускаем, столбик с одним накидом. Одна воздушная петля, пропускаем, столбик с одним накидом. Провязываем так до конца этой секции. И в конце опять получается то же самое. Петлю пропускаем. Остается 2 столбика без накида в предыдущем ряду. В первый вяжем столбик с одним накидом, воздушная петля. И во второй столбик сразу же вяжем столбик с одним накидом. Довяжите третью секцию до конца самостоятельно. Довязали до конца ряда, сделали 1 воздушную петлю. У нас остается 3 петли до конца ряда. 1 петлю пропускаем, в предпоследнюю петлю провязываем столбик с одним накидом, делаем 1 воздушную петлю и в последнюю петлю, которая отмеченная у нас маркером, мы провязываем столбик с одним накидом. И далее мы вяжем 13 ряд, 3 воздушные петли подъема и сюда сразу же в первую петельку провязываем столбик с одним накидом. В этом ряду мы будем вязать только столбики с одним накидом над каждой петлей предыдущего ряда. Здесь у нас была воздушная петля, значит сюда вяжем столбик с одним накидом. Над столбиком провязываем столбик. Под воздушную петлю провязываем столбик. То есть вяжем только столбики с одним накидом. Провязываем до конца секции. В конце первой секции в последний столбик с одним накидом предыдущего ряда, вот сюда вот, вяжем 2 столбика с одним накидом. Первую секцию провязали до конца. Между секциями не забываем 3 воздушные петли и начинаем вязать вторую секцию. В первый столбик провязываем 2 столбика с одним накидом. Дальше над каждой петлей по одному столбику с одним накидом.
Довязываем до конца второй секции. В конце второй секции в последний столбик вяжем также 2 столбика с одним накидом. 3 воздушные петли между секциями и третью секцию также повторяем. В первый столбик и затем в конце в третью воздушную петлю подъема провяжем по 2 столбика с одним накидом. Здесь провязываем по одному столбику с одним накидом. Довяжите этот ряд до конца самостоятельно. И мы полностью провязали весь раппорт данного рисунка. Далее вы продолжаете вязать, повторяя с 6 по 13 ряд. То есть 6 ряд это тот ряд, где мы вязали рельефные лицевые столбики с одним накидом. И далее все ряды повторяются точно так же. Все 3 секции вяжутся одинаково. И вяжем таким образом, пока не свяжем всю шаль. Из одного мотка фловерс у меня получилось провязать 9 раппортов. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. То есть я провязала полных 9 раппортов. Далее начала вязать 10 раппорт, но провязала только рельефные лицевые столбики с одним накидом. Далее провязала окошечки, то есть это чередование столбиков с одним накидом, 1 воздушная петля, столбик с одним накидом. И последний ряд обвязала просто столбиками без накида. В арочке между секциями провязала по 5 столбиков без накида. И в итоге у меня получилась вот такая вот шаль. Я надеюсь, что вам было все понятно. Если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы, обязательно напишите мне об этом в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Если вам понравилось это видео и мастер-класс оказался для вас полезным, поставьте лайк этому видео, а также подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями в любой из ваших социальных сетей. Вяжите с удовольствием, всем удачи и до новых встреч!